Темный силуэт посреди мглы смотрит на меня, зовет в свои ряды. Голос, словно вопли сотен тысяч душ, эхом отдается хозяин бренных душ. И видны мне лица тех, кто все еще жив, их бремя помолиться и от боли гнить. Иссушенные руки тянутся ко мне, будто смогу дать жаждущим во тьме. Надежда — это свет, но как ему тут быть, когда он тонет в мгле, о нем спешат забыть? Во тьме надежды нет. Out of Hell — это survival хоррор-шутер от первого лица, выполненный на движке Unreal Engine 4. Данная игра является ремейком одноименного мода, вышедшего в 2009 году. Видеообзор мода вы можете посмотреть на канале. Главным местом истории вновь станет небольшой провинциальный город Гринвуд, в котором произошла страшная трагедия. Улицы наводнили полчища зомби и множество других кровожадных монстров. Открылись порталы в ад, откуда вышли демонические создания, уничтожающие все на своем пути. Никто не знает, что конкретно произошло в Гринвуде. Масштаб трагедии заметно увеличился, как и градус насилия и жестокости. Игра находится на финальном этапе разработки. Заявлена динамическая смена погоды и времени суток, которая служит не только изобилием красоты, но и вносит особенности в геймплей. В ночное время суток становится наиболее опасно, появляется больше опасных врагов, а герой устает и нуждается в отдыхе. Большинство локаций обрели какое-никакое, но открытое пространство, где можно свободно гулять и исследовать окружающий мир. На некоторых уровнях из точки А в точку Б можно добраться разными способами. Уровни стали больше и открыты к разным способам прохождения. Ваши цели могут оставаться неизменными, но пути достижения этих целей отличаются большой вариативностью. Игроку предстоит искать не только выход из города, но и различного рода припасы. Персонаж обзавелся своим собственным инвентарем, куда он складывает все найденные им ресурсы. Будь то патроны, чипсы, шоколадки, газировка, а также квестовые предметы. Предстоит внимательно прочесывать каждый уголок, ведь там может лежать что-то ценное. В отличие от оригинальной игры, главному герою ремейка здесь нужно много, чтобы выжить, ведь угрозой его жизни служат не только монстры, но и чувство голода. Я чертовски измотан. У меня просто не осталось сил, и я должен найти что-нибудь перекусить. Теперь персонаж имеет шкалу голода и выносливости. Когда Донован проголодается, то экран потускнеет и даст игроку информацию, что нужно перекусить. Во время голода шкала выносливости восстанавливается в 2 раза медленней. Еда частично восполняет запас здоровья и энергии. Герою необходим отдых, поэтому нужно искать временное убежище, где он сможет немного поспать и восстановить свои силы. Чтобы убежище было безопасным, нужно заколотить двери и окна с помощью досок, ведь враги могут застать врасплох уставшего героя во время сна. Бестиарий монстров претерпел значительные изменения. Ранее по нашу тушу приходили зомби и демоны, которые между собой мало чем отличались. Известно, что в ремейке появится весь вырезанный контент, который автор планировал реализовать еще в оригинальной игре. Помимо зомби и демонов, на пути героя встретятся адские гончие с шипами на спине, мясники с топорами и мачете,
вернутся горячо любимые зомби с дробовиками, а им в поддержку придут некое подобие кровососов, внешность которых явно вдохновлена Лавкрафтом. Появятся различные вариации демонов на любой вкус, в том числе и невидимых. Монстры стали более разнообразны, а присутствие демонов ощущается сильнее. Сюжет гораздо лучше объясняет, что собой представляют зомби на самом деле, чего не было в оригинальной игре. Манипуляторы встречаются чаще, так как они являются неотъемлемой частью нападения на Гринвуд. Они выглядят как тени, что преследуют игрока. Разница лишь в том, что теперь их нельзя убить, не владея оккультным артефактом. Вы не можете увидеть их глаза, как это было в оригинале, без другого специального артефакта. Это позволит вам легче обнаружить их в темноте. И это лишь малая доля того, что анонсировал и показал автор. Я не знаю, как долго я смогу это терпеть. В игре присутствуют неописуемые сцены насилия и жестокости. Некоторые моменты буквально нацелены на то, чтобы вызвать шок. Окружение на локациях создает тотальный дискомфорт. Автор играется не только с тесными локациями, но и с темнотой. Оказавшись в полицейском участке, возникает ощущение, что стены здания буквально сужаются и пытаются раздавить игрока. В узких коридорах не только легко заблудиться, но едва ли можно протиснуться. По словам автора, он сделал это намеренно, дабы вызвать у игрока чувство клаустрофобии. Локации кишат не только полчищем монстров, но и сами из себя представляют настоящий ад. Чистилище, если можно так сказать, где обитают самые жуткие и кровожадные существа, каких не видывал свет. Игра намерена не только пугать, но и вызвать чувство умиротворения. Есть места, где персонаж сможет перевести дух, набраться сил, почувствовать облегчение, побродить по округе и найти какие-нибудь ценные вещи. Визуальный стиль и настроение останутся неизменными. Временами в окрестностях Гринвуда просто захочется заблудиться, насладиться красотой природы, осенним настроением и чувством одиночества. Во многом будет помогать музыкальное сопровождение. Композитором игры является Сергей Юкон. Как мне кажется, он в чем-то вдохновляется работами Джастина, композитора оригинальной игры Out of Hell. Так что дело Джастина по-прежнему живет. За время нахождения в Гринвуде герою повстречаются уникальные предметы и артефакты, которые будут улучшать его показатели тем или иным образом. Какие-то будут увеличивать урон рукопашного и огнестрельного оружия, другие, наоборот, снижать получаемый урон. Некоторые артефакты помогут герою в борьбе против особых монстров. Апгрейды сделаны не в типичной манере, то есть игрок не получает очков, которые может распределить. Все улучшения происходят за счет предметов и артефактов. Например, броня снижает получаемый урон, или артефакт позволяет бить быстрее рукопашным оружием. На данный момент продемонстрировано всего несколько видов огнестрельного оружия. Пистолет Сильверман и автомат P90. Из рукопашного раскладной нож и монтировка, а также железная труба. Появилась возможность дать своим врагам буквально в морду. Обороняясь ножом против зомби, можно заметить, как с лезвия капают частицы крови. Всего заявлено чуть более 30 видов оружия.
Будут бейсбольные биты, мачете, топоры, охотничьи винтовки, разные типы пистолетов и дробовиков, штурмовая винтовка, гранаты, ампулы со святой водой тоже никуда не денутся. Список более чем многообещающий. Посмотрим, насколько автору удастся все это реализовать. Игрок сможет носить с собой столько, сколько поместится у него в инвентаре. Будет специальный ящик, как в классических играх серии «Обитель зла», куда можно будет складывать найденное оружие. Но эти ящики будут располагаться лишь на некоторых уровнях. Чтобы узнать, сколько боеприпасов осталось в магазине оружия, нужно будет зажать кнопку G, и тогда Донован достанет магазин и посчитает количество патронов, а также сообщит, сколько еще осталось в запасе. Нечто подобное мне довелось встретить в игре No More Room in Hell. Во время стрельбы, когда закончится боезапас, герой будет тщательно комментировать происходящее. Донован встретит новых персонажей, которых не было в оригинале. Добавлена система диалогов, где можно выбрать различные варианты ответа, которые, вероятно, будут по-разному влиять на продвижение героя по сюжету. Уже известно, что на пути героя встретятся такие персонажи, как Салливан, старый добрый Рензо, а также маленькая девочка по имени Анастасия, очень напоминающая Лору из Silent Hill 2. Если в оригинале не было озвучки, то в ремейке персонажи обзавелись собственным голосом. В общем, моя цель — провести игрока через интересное путешествие с персонажами, которым он может сопереживать на определенном уровне. Это делается для того, как я надеюсь, чтобы игроки эмоционально прониклись историей и тем, что в ней происходит. Anna, get back! Доподлинно неизвестно, какие изменения претерпел сюжет по сравнению с оригинальной игрой. Автор тщательно хранит в тайне все подробности и избегает всех возможных спойлеров своего проекта. Вполне вероятно, общий фон трагедии в Гринвуде останется неизменным, но буквально с самого начала игры становится ясно, что перед нами совершенно новая игра, имеющая мало общего со своим предшественником. Оригинал больше воспринимался как игра про зомби-апокалипсис с некоторыми элементами мистики. В ремейке, очевидно, будет много уделено внимания мистике, оккультным действиям и ритуалам. Появятся ранее названные предметы и артефакты, несущие в себе таинственное происхождение. Те фрагменты, которыми со мной поделился автор, явно вызвали ощущение, что зомби-апокалипсис отошел на второй план и не является основным местом действия. Сюжет и история станут значительно глубже, масштабнее. Появится множество новых деталей, о которых мне хотелось бы рассказать, но Лонг желает сохранить подробности в тайне ровно до момента выхода игры. Сюжет глубоко погружается в оккультизм демонического вторжения. Игрок отправляется в ад, чаще всего против своей воли, и будет бороться за возвращение в нашу реальность, а демоны будут сводить Донована с ума. Вероятно, игра будет похожа на художественное повествование из книги. Во время загрузок между уровнями появляются вырванные из рассказа рукописи. Словно сама игра — это голос автора, который от момента к моменту рассказывает нам историю. Для любителей почитать и углубиться в лор, в ремейке будет много художественных элементов. Нарративное повествование всех происходящих с игроком событий чем-то напоминает Alan Wake, где герой находит вырванные страницы из его книги, которые описывают в деталях то, что произошло или произойдет в дальнейшем. Я теперь лучше понимаю темп и колебания продолжающегося ужаса. Это на самом деле очень интересно с психологической точки зрения. Нужно заложить идею, затем должно быть нарастание конфликта. После должен быть скример или развязка, а потом уже наступает момент спокойствия и исцеления. Но тут возникает один вопрос – локализация. Заявлен только английский язык, что для некоторых игроков с разных уголков мира станет проблемой. Я задал этот вопрос автору напрямую. Вот что он ответил.
На самом деле, я думал над добавлением русского языка. Ничего конкретного, но я бы рассмотрел такую возможность. Это может быть включено в обновление после выхода игры. Разработка ремейка Out of Hell стартовала в далеком 2014 году. Долгое время автор Лон Гуин выбирал движок, на котором будет создавать свое детище. Он изучал CryEngine и даже Unity, но по каким-то неизвестным причинам эти движки его не устроили. Когда вышел в свет Unreal Engine 4, то он понял, что свой проект будет делать именно на нем. Целых 5 лет игра находилась на стадии концепции. Создавались 3D-модели персонажей, монстров, окружения. И только лишь в 2019-м Лонг сел собирать игру на основе своих собственных ассетов. Именно в это время начался активный этап разработки, которая продолжается и по сей день. Ранее автор обещал выпустить игру к Хэллоуину 2022 года. Но, как мы знаем, он переоценил свои возможности. Когда делаешь крупный проект в одиночку, то о каких бы то ни было сроках говорить не приходится. Также некоторые из вас, кто разбирается в игровых движках, наверняка задаетесь вопросом, почему игра на Unreal Engine 4, когда есть уже Unreal Engine 5. Вопрос открытый, и Лонг дал на него ответ. Я переносил игру на Unreal Engine 5, чтобы посмотреть на то, как она будет там выглядеть. Игра выглядела потрясающе, но я так много сил и времени вложил в создание уникального динамического освещения в 4-й версии, что, перенеся игру на более свежий движок, все то время, что я потратил на создание этого освещения, будет потрачено зря. По этой простой причине я решил оставить игру на Unreal Engine 4. И я считаю, что это правильное решение. Ведь как бы не был красив Unreal Engine 5, многие игры, что выходят на этом движке, имеют проблемы с оптимизацией. Виноваты ли в этом разработчики? Возможно. Но проблема носит массовый характер и встречается почти в каждой игре, что использует данный движок. Так что пусть игра будет и на более устаревшем движке, зато более стабильная и лишенная многих проблем с оптимизацией 5-й версии. На текущий момент игра полностью готова, и ее можно пройти от начала и до конца. Но также в ней достаточно багов, которые автор находит и оперативно исправляет день ото дня. У него есть своя собственная команда тестировщиков, которые регулярно играют во все билды и обнаруживают недочеты. Он мог бы выпустить игру сейчас в раннем доступе, но Лонг хочет, чтобы игроки увидели конечный продукт, и никакие баги не испортили им впечатление. В ближайшее время он обещает опубликовать демоверсию, в которой сможет сыграть любой желающий. Но что означает ближайшее время, мы не знаем. Это может быть завтра, а может быть через год или даже 2. Остается только ждать новостей. В ноябре 2024 года игра наконец-то обзавелась своей страницей в Steam. Этому поспособствовал в том числе недавний интерес к проекту. История Out of Hell набрала уже более 100 тысяч просмотров. Многие зрители подписались на канал Лонга в Дискорде. Это не могло остаться незамеченным и ускорило появление страницы в Steam. Те, кому интересен данный проект, могут найти игру на просторах данного интернет-магазина. Добавляйте желаемое и наберитесь терпения. Игра будет затрагивать некоторые неудобные темы и поместит вас в такие ситуации, в которых вам нужно будет принимать неудобные решения. Oh my God. Что ж, а для меня неудобным решением было вернуться в процесс создания видео, да еще и в такое, скажем так, неудобное время. Признаться честно, я уже успел позабыть, каково это вновь заниматься творчеством. Понадобилось целых 3 года, чтобы вышел новый контент. Спасибо тем ребятам, что смотрели и комментировали мои предыдущие видео. Спасибо тем, кто подписался. Также не забывайте подписываться на канал Лонга в Дискорде и на фан-сообщество игры ВКонтакте. Выражаю огромную благодарность моему другу Феруману, что озвучил все реплики Лонга. Ссылка на его канал будет в описании. Не знаю, как скоро я вернусь. Давайте просто посидим и отдохнем.
Подождем и увидим, что же будет дальше.